Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн 5 минут с искусством. С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова, и моя собеседница, редактор глянцевого издания Мария Авилова. Всем привет! Дороги, ведущие к искусству, полны терний. Ну и также на них можно найти прекрасные цветы. В 2004 году Чарльз Саачи продал Стивену Коэну таксидермическую скульптуру «Физическая невозможность смерти» за $12 миллионов. Это было чучело акулы, помещенное в специальный резервуар. Надо сказать, что на момент продажи акула уже начала разлагаться, и раствор изрядно позеленел. Но Хёрст умудрился за счет покупателя заменить раствор и само чучело. То есть поймали новое животное, доставили его, только на инъекции формальдегида ушло еще $100 тысяч. Чтобы поставить на акулу ценник $12 миллионов, нужно вообще понимать, насколько на самом деле богатые. Потому что, например, для того же мистера Коэна эта сумма составляла примерно его пятидневный доход. Но за что же на самом деле платят люди, когда приобретают произведение искусства? На самом деле искусство – это единственный товар, на который можно тратить бесконечное количество денег, не прослыв вульгарным. Мраморная ванна говорит только о богатстве, а полотна Джаспера Джонса, например, еще дают некую трансцендентность. Как писал критик-искусствовед Роберт Хьюз, справедливая цена на искусство – это та, на которую можно максимально раскрутить коллекционера. И современный рынок искусства говорит о том, что он прав. Что же приобретает человек вместе с произведениями искусства, когда платит за них? Ну, во-первых, люди покупают искусство по 3 основным причинам. Первое – это любовь к искусству. Как правило, это нерегулярные покупки, как, впрочем, и сама любовь очень часто. Как и в жизни. Вторая – это страсть, и это уже коллекционирование. То есть человек приобретает с определенной периодичностью те или иные произведения искусства. И третья причина – это инвестиции, как, например, в недвижимость. Но в этом случае уже речь идет о очень дорогих работах, которые чаще всего приобретаются на аукционах, потому что, вкладывая деньги, ты должен быть уверен, что со временем ты не потеряешь, а приобретешь. В любом случае, цена на искусство складывается из множества факторов, от экономических до личных предпочтений. Но вот кто устанавливает цены на искусство? Сам художник, дилер, это ли может быть покупатель? На самом деле, конечно, каждый художник всегда знает, за какую минимальную цену он готов продать свою работу. Так же, как и каждый покупатель знает, сколько максимум он готов заплатить. Если художник продает напрямую работу покупателю, то это всегда субъективная сделка. И тут множество факторов. От самооценки художника и его материального положения на данный момент до желания покупателя приобрести и потратить определенную сумму денег. Потому что, как говорил тот же Роберт Хьюз, покупка произведений искусства – это всегда вещь иррациональная, а ничем нельзя так хорошо манипулировать, как эмоциями. И все-таки, что влияет на стоимость работы на рынке искусства? Как это не покажется странным, но себестоимость работы на ее цену не влияет. Равно как и время создания. Можно создать работу за 3 часа, а можно за 3 месяца. А размер имеет значение? Это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Потому что очень часто качество работы бывает оценить очень сложно, и тогда ориентируются на размер. Но если работы одного и того же уже зрелого художника имеют одинаковый размер, но разную стоимость, тогда мы уже ищем сложность работы и ее какие-то преимущества по сравнению с другой. Прежде всего, на цену работы влияет, если это новый художник, репутация дилера. Да. То есть, если работу продает Ларри Гагасян, мы понимаем, что ценник будет ой-ой-ой. Миллионы? Да. $1000, десятки тысяч, даже миллионы. Если это уже состоявшийся художник, то, конечно же, его репутация влияет на стоимость работы. Да, его бэкграунд, факты какие-то его биографии, его образование, ранее проданные работы, как, например, Ван Гог.
сам по себе личность очень экстраординарная, и это не может не сказываться на стоимости его работы. Одно ухо чего только стоит. Одно ухо, да, чего только стоит, и не только ухо. На стоимость работы, конечно же, влияет ее качество. Причем качество оценивается по определенным параметрам. Это цветовая палитра. Как правило, лучше продаются яркие работы. Это, как ни странно, рама, которая, правильно подобранная рама, может значительно увеличить стоимость работы, равно как и наоборот. А дешевая? Но даже не то, что дешевая, а неправильно подобранная рама. Это завершенность работы, но это уже такой профессиональный критерий, да, который без специалиста оценить достаточно сложно. Это подлинность работы. Опять же, для этого существуют специальные экспертизы. Личное предпочтение покупателя. Конечно, личное предпочтение покупателя тоже не стоит сбрасывать со счетов, потому что мода есть мода. В какие-то времена популярно покупать одних художников, какие-то других. На это работает целая индустрия, чтобы тот или иной художник стал модным. Но, тем не менее, на предпочтение покупателей влияет все. То, что они видят в музеях, то, что они видят по телевизору, то, о чем говорят в их круге общения и много-многое другое. Ну что ж, получается, что на стоимость современных произведений искусства влияет очень множество факторов, и многие современные художники продают свои работы по доступным ценам, но к инвестициям это не имеет никакого отношения. На этом наша пятиминутка окончена. Помните, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины. Всем пока, с вами была Мария Вилова и Наталья Иванова. До новых встреч на канале. Итак, на стоимость предметов искусства влияет множество различных факторов. И дальше я мысль совершенно забыла.